Здравствуйте! Канал Masters of Body вас приветствует. И мы хотим поблагодарить наших активных подписчиков, которые присылают нам свои вопросы в комментах, в директ. И благодаря именно этим людям сегодняшняя тема востребованная называется дельты. И мы попробуем прокачать дельты не просто по классической программе, а сделать это максимально быстро, максимально эффективно и мощно. Первое упражнение – это перекрестные разведения в кроссовере. Делать мы их будем на разных высотах. Сегодня мы для вас определили несколько вариантов, чтобы вам легче было понять. Первое – это лоб, вторая высота будет шея, третья – живот и колени. Почему так? Объясняю. Раньше на старинных кроссоверах приходилось наклоняться, потому что всего было 4 позиции. Теперь, если у вас кроссовер правильный и блок регулируется по высоте, вам не нужно делать никаких наклонов корпусов, мы просто меняем высоту блока. Теперь смотрите, что мы делаем. Начинает работать задняя дельта, именно под этим углом. Подключается средняя. Виталик доворачивает локоть, разворачивает плечо. И благодаря этой огромной амплитуде, небольшому весу и где-то 12-15 количеству повторений, мы начинаем активно включать весь плечевой пояс в работу. Сегодняшняя тренировка вся будет построена таким образом, что одно упражнение будет дополнять следующее. Следующее будет немножко дублировать предыдущее. Таким образом получится очень хороший объем работы и на задний, и на средний, и в конце концов на передний дельтовидный пучок. Сейчас Андрей делает на второй высоте, как мы уже сказали, уровень шеи. То есть в этом положении именно максимально ровно, смотрите, ходят локти в уровень плечевой оси. Они не выше, не ниже, то есть практически имитируют подъемы гантелей в наклоне, если бы вы делали. Задняя дельта и в конце доворотом локтя немножечко подключаем среднюю. Пока Виталик делал под более высоким подъемом блока, нам слишком сильно немножко помогала спина. Здесь спина работает меньше, и чем блоки будут ниже, тем она будет меньше и меньше участвовать, но будет слегка подключаться трапеция. Как я уже сказал, следующий уровень мы опустили блоки на линию живота, и теперь движение идет снизу слегка вверх. Обратите внимание, как включается дельта. Вот она задняя растянулась. И вот в верхней точке подключилась средняя. Плечи горят. Чем больше вот таких углов наклона вы будете использовать, чем больше разнообразия в эту бомбежку вы добавите, тем красивее будет построена ваша дельтовидная мышца. Почему эти блоки мы используем именно в начале тренировки? Пока плечи свежие, мышцы не сильно забиты, вам легче сконцентрироваться. После работы со свободным весом очень мало кто может сделать качественно такие перекрестные разведения, особенно вот с использованием вариативности, с использованием разных углов наклона. В начале тренировки это заходит правильно и задает вам хорошую базу на всю последующую работу. И последняя на сегодня высота. Мы ее условно обозначили колени. То есть с самого низа, как я уже говорил, больше всего, конечно, трапеция помогает. Но и за счет именно такого угла тут уже больше подключается в верхней точке средняя дельта. Поэтому, чтобы зацепить заднюю, мы хорошенечко растягиваем внизу в стороны, крест-накрест, растянули. И задняя, а-ля средняя, вывели вверх. Благодаря такой вариативности вам не нужно никаких наклонов больше использовать. Все, 4, 5, 6 разных высот и плечи горят. И это правда. Следующее упражнение, мы назвали его условно протяжка с гантелями, с небольшим наклоном. Почему протяжка, а не махи? Потому что биомеханика этого упражнения, конечно, больше все-таки похожа, на наш взгляд, именно на протяжку со штангой. Небольшой наклон дает нам задействовать вот в данный момент заднюю дельту, а в верхней точке, конечно же, включится средняя. После предыдущего упражнения также весь этот массив мы продолжаем грузить. Одно упражнение накладывается на второе, в итоге два вида работы, блочная и свободным весом.
Даже Андрею уже тяжело. Второй момент, на котором стоит обратить внимание в этом упражнении, это работа локтей. Благодаря локтям именно мы выцеливаем среднюю и заднюю дельту. Посмотрите на заднюю дельту Виталика. В нижней точке он ее растягивает. И в верхней с помощью средней также она включается в работу. Наклон вроде бы небольшой, но мы делаем двойную работу. В таком движении у вас прорабатывается практически 70% дельтовидной мышцы. Теперь смотрите на предплечья. Они не работают, как у некоторых ребят, любят их включить, там еще как-то. Кисть вообще не напрягается, только локоть. Выцеливаем локтями. Растянули и вывели. Бэм. Растянули и выводим. Это не совсем характерно, не совсем свойственно для большинства движения, но поверьте, оно максимально эффективное. Также выполняем 4 подхода по 12-15 повторений. Третье упражнение. Подъемы гантели перед собой, слегка в стороны, хват, молот. Значит, благодаря именно такому движению, такому упражнению, мы продолжаем соединять в данный момент средний пучок и потихонечку подготавливаем передний. После этого в суперсете жимом машине Смити за головы мы этот передний пучок окончательно пампингом добьем. Вот он средний, вот передний. Опять же, не характерное для обычного движения подъем, но поверьте, он очень эффективный. Средняя дельта уже отказывается, передняя ей пока что помогает, свежая. Каждая рука изолированно прокачивается, вернее, правая от левой, независимо, левая от правой. И потом машина Смита сделает свою финальную точку. Хват берем пошире, стараемся, чтобы трицепс участвовал поменьше. Опускаем по возможности пониже, а вот вверх трицепс не задействуем. Хороший памп, хороший налив. Благодаря такой технике вес будет на тренажере не очень большой. Для суставов это более-менее щадящий вариант. Но мышца уйдет в отказ однозначно. Поэтому, если получится, попросите напарника вам помочь, особенно в последнем подходе. Также будет 4 подхода по 10-12 повторений. Виталик делает для себя новое упражнение, а мы пока подведем небольшой итог. В первом сете мы задействовали, в первом упражнении, задний пучок и подключали средний. Во втором упражнении мы делали средний пучок, слегка подключали задний. А теперь, обратите внимание, средний пучок, разогревается передний, и в машине Смита этот передний окончательно добивается. Таким образом, вроде бы 3 упражнения, но пробили хорошо, ушатали, закачали полностью весь плечевой массив. И так как после проделанной работы на дельте у вас уже хорошо разогрет верхний массив спины, мы предлагаем вам сделать пару упражнений, чтобы этот верхний массив доработать и ужесточить работу на заднюю дельту. Первое — это будет подтягивание обратным хватом. Делаем немного, пару подходов, всего 4-8 повторений, сколько вы сможете сделать качественно и красиво. Если в зале есть гравитрон, можно использовать этот тренажер. Если гравитрона нет, помощь напарника. Смотрите, верхний массив спины хорошо включается, задняя дельта и даже слегка соединение задней и средней дельты продолжает участвовать в работе. Ну и бицепсам будет приятно, естественно. Тренировка получится короткой, но полноценной. Верх спины и плечи. А второе упражнение, тяга в кроссовере нижнего блока, обратным хватом, также широким обратным хватом. Обратите внимание на спину Андрея. Опять же, в работе
продолжает находиться задняя дельта. Также в работу задействуется уже разогретый верхний массив спины и, как я уже ранее сказал, бицепсы. В итоге имеем полноценную тренировку. Верх спины и плечи. 12-15 повторений, также 2-3 подхода. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось. Благодарим за то, что вы участвуете в этом процессе. Присылайте нам еще свои просьбы, вопросы, комментируйте. Будем рады услышать и чем сможем, поможем. Не забывайте ставить колокольчик. С вами был канал Masters of Body, и мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность в съемках. Ссылка на донат в описании. Константин, Андрей Виталий, и Дмитрий Журавель, наш неизменный оператор. До новых встреч!